Удар по крупнейшему газовому месторождению в Иране. США отрицают свою причастность. В Израиле говорят «били» по американским военным данным. Иран в ответ выпустил баллистические ракеты по Катару. Под огонь попал ключевой центр переработки сжиженного природного газа компании Qatar Energy. Вашингтон не советовался и до сих пор не имеет убедительного плана, как добиться демократических изменений в Иране, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц депутатам в Бундесвере. Так была ли прямая иранская угроза США? В Сенате заслушали Тулси Габбард и Джона Рэдклиффа. Новый авианосец будет больше, мощнее и тоже с ядерной установкой. Имя ему – «Свободная Франция». В Германии авиационный коллапс. В Берлине отменили все 445 рейсов из-за забастовки профсоюзов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Иране сообщают об ударах по крупнейшему газовому месторождению страны – Южному Парсу. По данным иранских СМИ, атака затронула объекты нефтегазовой инфраструктуры в районе Эс-Селуе на побережье Персидского залива. Сообщается о повреждении резервуаров и части перерабатывающих мощностей. На месте возник пожар, персонал был эвакуирован, работают экстренные службы. Южный Парс – это иранская часть крупнейшего в мире газового месторождения, которое Тегеран делит с Катаром. Оно играет ключевую роль в энергетическом секторе страны и имеет значение для мирового рынка газа. Иран возложил ответственность за удар на Израиль и США. Официального подтверждения этой информации со стороны Вашингтона и Тель-Авива пока не поступало. На фоне произошедшего корпус стражей Исламской революции выступил с резким заявлением, пригрозив ударами по энергетической инфраструктуре в регионе. В частности, речь идет о возможных атаках на объекты в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. В Тегеране также призвали к эвакуации сотрудников нефтехимических предприятий в этих странах. Эксперты отмечают, что атака на Южный Парс может стать опасным прецедентом и привести к дальнейшей эскалации конфликта, а также повлиять на глобальную энергетическую безопасность. Официальный представитель США опроверг информацию о том, что страна атаковала газовые месторождения Ирана, заявив, что это сделала Израиль. Израильский источник сообщил CNN, что Израиль атаковал объект в Ас-Салуе на юго-западе Ирана. Другой израильский чиновник заявил, что удар по Южному Парсу был нанесен в координации с США. Корпус стражей Исламской революции выступил с новым предупреждением, заявив, что враги Ирана должны ожидать мощного ответа со стороны вооруженных сил страны после атаки на энергетическую инфраструктуру. Если это подтвердится, это станет первым случаем атак на добывающие нефтегазовые мощности Ирана в рамках этого конфликта. На прошлой неделе Израиль атаковал несколько топливных хранилищ Ирана. КСИР заявил, что преступный враг нарушил часть энергетической инфраструктуры страны и вновь пригрозил ответными действиями в случае атак на экономические или энергетические объекты. Иран считает законным нанесение ударов по топливной, энергетической и газовой инфраструктуре страны происхождения атак и пообещал ответить при первой возможности. Это серьезное предупреждение тем, кто ответственен за атаки на часть топливной и энергетической инфраструктуры Ирана на юге. В ответ топливные, энергетические и газовые объекты в месте, откуда была совершена атака, будут подожжены и превращены в пепел при первой же возможности. Иран выпустил по Катару 5 баллистических ракет. 4 из них перехватили системы ПВО. Одна ракета достигла промышленной зоны Рослафан и нанесла серьезный ущерб. Это ключевой центр переработки сжиженного природного газа компании Qatar Energy. Перед ударом персонал и объекты были эвакуированы. По данным иранских СМИ, Тегеран заранее предупредил о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. В ответ Катар резко осудил удар, назвав его нарушением суверенитета и угрозой региональной безопасности. В Дохе заявили о праве на самооборону. Также Катар выслал военного и силового атташе посольства Ирана, объявив их персонами нон-грата. Им дали 24 часа на выезд из страны. США заявили об ударах по иранским военным объектам. Центральное командование опубликовало видео атак. При этом независимого подтверждения места и времени съемки нет. Иран наносит массированные удары по Израилю. По Тель-Авиву выпущены ракеты с кассетными боеголовками. Часть целей перехвачена, однако есть попадания в жилые районы. В результате удара погибли мирные жители. Кассетные боеприпасы создают множественные зоны поражения и усложняют перехват. Израиль более чем вдвое увеличил численность войск у границы с Ливаном. Армия продвигается в южные районы и проводит зачистки. Работают танки, артиллерия и авиация. В Южном Ливане новые разрушения после авиаудара. Поврежден Центр гражданской обороны. Сообщается о раненых среди спасателей. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ядерная доктрина страны, вероятно, не претерпит значительных изменений.
По его словам, Тегеран продолжает настаивать на мирном характере своей ядерной программы. Также он предложил после завершения конфликта разработать новый протокол для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе с учетом интересов стран региона. Ядерная доктрина Ирана носила мирный характер, и мы всегда стремились и продолжаем стремиться реализовать наше право на использование мирной атомной энергии. Фетва, как вы знаете, зависит от человека, который ее издает. Я пока не могу судить о юридической или политической позиции нового лидера по этому вопросу. Насколько я понимаю, она не должна сильно отличаться от прежней политики, но нам нужно дождаться, пока его взгляды станут известны. На мой взгляд, нам необходимо разработать новые механизмы для Ормузского пролива и порядка прохода судов через него в будущем после окончания войны, чтобы обеспечить постоянную безопасную навигацию по этому водному пути на основе четких правил с учетом интересов Ирана и региона. Я считаю, что после войны первым шагом должна стать разработка нового протокола по Ормузскому проливу. Естественно, это должно быть сделано странами, расположенными по обе стороны пролива, поскольку именно они являются основными участниками этого вопроса, и этот протокол должен гарантировать безопасный проход при определенных условиях. С нашей точки зрения, это водный путь, находящийся рядом с Ираном. Разумеется, мы не позволим нашим врагам использовать этот маршрут. В то же время вокруг него идет война, и многие суда и страны могут не захотеть пользоваться этим путем из-за небезопасности. Некоторые страны обращаются к нам, чтобы обсудить безопасный проход через Ормузский пролив, и мы стараемся предоставить им такие условия. Президент США Дональд Трамп направился на авиабазу Довер, где проходит церемония достойной передачи тел 6 американских военнослужащих, погибших при крушении самолета-заправщика на западе Ирака. Трагедия произошла на прошлой неделе. По данным Пентагона, катастрофа не была связана ни с вражеским, ни с дружественным огнем. Вместе с президентом на борту Air Force One в Делавэр прибыли министр обороны Пит Хексет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. На церемонии также присутствуют представители Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона и сенаторов от нескольких штатов. США призвали союзников усилить участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива на фоне продолжающегося конфликта с Ираном, заявив о наличии плана по его открытию. Президент продолжит взаимодействие с нашими союзниками как в Европе, так и в регионе Персидского залива и Арабского мира. У вооруженных сил США есть значительные возможности, как вы могли видеть на протяжении последних 18 дней, и у них все еще есть козыри в рукаве. Я не буду раскрывать их для СМИ, но будьте уверены, план есть. Работа над ним ведется. Мы уже видим определенный прогресс в этом направлении. Но, конечно, президент по-прежнему призывает наших союзников активнее включаться и делать больше. Находится ли под угрозой должность директора национальной разведки Тулси Габбард после отставки Джо Кента? Насколько мне известно, нет. Я не слышала, чтобы президент говорил об этом. Очевидно, этот вопрос лучше адресовать ему, но я не слышала от него ничего подобного. Можете ли вы сообщить обновленную информацию о том, что говорят китайские власти о переносе этой поездки? Мы работаем с ними. Они согласились отложить поездку. Думаю, они понимают причины такого решения президента. Но мы все еще согласовываем новые даты. У президента есть дела внутри страны в мае, которые требуют его внимания, и, уверен, председатель Си тоже очень занятой человек. Мы назначим новые даты как можно скорее и обязательно сообщим вам. НАТО обсуждает, как снова открыть Ормузский пролив. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте во время визита в Норвегию. По его словам, союзники уже ведут переговоры и ищут решения. Все согласны. Движение через пролив нужно восстановить как можно скорее. Рютте также отметил, что НАТО по-прежнему считает недопустимым усиление ракетной и ядерной программы Ирана. Заявление прозвучало на фоне учений Cold Response, которые сейчас проходят в Норвегии. Прежде всего хочу отметить, что когда речь идет об Иране и риске того, что Иран может получить ядерные возможности или возможности баллистических ракет, мы неизменно заявляли от имени всего НАТО, что этого нельзя допустить. Поэтому крайне важно, чтобы эти возможности, баллистические ракеты и ядерный потенциал были существенно ослаблены. Что касается Ормузского пролива, я был в контакте со многими союзниками. Мы все, конечно, согласны, что пролив должен снова открыться. И насколько мне известно, союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать и какой способ будет наилучшим. Они совместно ищут путь вперед. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Запада до сих пор нет четкого плана, как добиться демократических изменений в Иране, и раскритиковал действия США, принятые без консультаций с Европой. До сих пор не существует убедительного плана того, как эта операция может увенчаться успехом. Вашингтон не консультировался с нами и не счел необходимым участие Европы. Дамы и господа,
мы бы советовали не идти по этому пути в той форме, в какой это делается сейчас. Именно поэтому мы заявили: пока продолжается война, мы не будем участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, например, военными средствами. В настоящее время нет ни плана, ни мандата от ООН, Европейского Союза или НАТО. Если будут созданы соответствующие условия, мы не исключаем обсуждение свободы судоходства, например, в Ормузском проливе, после окончания войны. Мы всегда стремимся работать максимально тесно с нашими европейскими соседями. Я почти ежедневно нахожусь на связи с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Джорджией Мелони по этому вопросу. Мы поддерживаем наших партнеров в регионе, включая государства Персидского залива, которые Иран безжалостно и жестоко пытается втянуть в эту войну. Это именно то, что я могу сказать от имени своих коллег по Европейскому Союзу. Европа заинтересована в скорейшем окончании этой войны. Дальнейшая региональная эскалация или распад государственности Ирана, сценарий, который мы уже наблюдали в Ливии, Ираке и других странах региона, также нанесет нам серьезный ущерб. Ситуация на энергетическом рынке показывает, насколько срочной является эта задача. У нас нет времени терять. Эта война наносит вред всем нам, включая, кстати, и США. Никто не может позволить себе экономические потрясения, которые мы ощущаем все сильнее. Мы будем вмешиваться там, где это возможно в рамках наших национальных полномочий и где видим возможности для действий. В Сенате США обсуждают основания войны с Ираном. И главный вопрос – была ли угроза неминуемой? Глава разведки Тулси Габбард фактически уходит от прямого ответа, перекладывая решение на президента. Была ли оценка разведывательного сообщества, что иранский режим представлял непосредственную ядерную угрозу? Разведывательное сообщество оценило, что Иран сохраняет намерение восстановить и продолжать развивать свои возможности по обогащению урана. Была ли оценка разведывательного сообщества, что, цитирую, существовала непосредственная ядерная угроза со стороны иранского режима? Да или нет? Сенатор, единственный человек, который может определить, что является и не является непосредственной угрозой, это президент, и он принял это решение. Неверно. Это слушание по глобальным угрозам, где вы представляете Конгрессу национальную разведывательную информацию, своевременную, объективную и независимую от политических соображений. Сегодня вы заявили, что оценка разведывательного сообщества такова: ядерная программа Ирана по обогащению была уничтожена, и, цитирую, с тех пор не предпринималось попыток ее восстановить. Тем не менее, считало ли разведсообщество, что существовала, цитирую, непосредственная ядерная угроза со стороны Ирана? Да или нет? Определение того, что является и не является непосредственной угрозой, не входит в обязанности разведывательного сообщества. Это решает президент, основываясь на большом объеме получаемой им информации. Это как раз ваша обязанность — определять, что представляет угрозу для Соединенных Штатов. Это слушание по глобальным угрозам. При этом разведка утверждает, Иран ослаблен, но остается противником США и продолжает конфликт. Разведсообщество считает, что операция Epic Fury способствует фундаментальным изменениям в регионе, начавшимся после атаки Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и продолжившимся 12-дневной войной в прошлом году, что привело к ослаблению Ирана и его союзников. По оценке разведки, режим в Иране, по всей видимости, сохраняется, но значительно ослаблен из-за ударов по его руководству и военным возможностям. Его возможности по проецированию обычной военной силы в основном уничтожены, что оставляет ему ограниченные варианты действий. Стратегическое положение Ирана значительно ухудшилось. В то же время в Вашингтоне предупреждают о ракетной угрозе, которая может достичь США. Вы правы, что вызывает обеспокоенность развития Ираном баллистических ракет большей дальности. Если Ирану позволить развивать ракеты средней дальности, около 3000 километров, это будет угрожать большей части Европы. И да, как вы отметили, мы знаем, что Иран получает опыт в более мощных ракетных технологиях благодаря своей так называемой космической программе. Если этому не препятствовать, они смогут создавать ракеты, способные достигать территории континентальных США.
Именно поэтому ослабление возможностей Ирана по производству ракет, происходящее сейчас в рамках операции Epic Fury, так важно для нашей национальной безопасности. Разногласия усиливаются. Сенаторы обвиняют администрацию в противоречиях и отсутствии прозрачности. Два наших ключевых союзника, Канада и Великобритания, сейчас стремятся заключить торговые соглашения с Китаем, потому что больше не считают США надежным партнером. Это поразительное заявление в 2026 году. Война, начатая президентом против Ирана, уже унесла жизни 13 военнослужащих, обошлась налогоплательщикам в миллиарды долларов и нарушила цепочки поставок от нефти до удобрений и алюминия. Когда президент обратился к союзникам с просьбой помочь открыть Ормузский пролив, никто не откликнулся. Как признал глава контртеррористического центра при своей отставке вчера, Иран не представлял непосредственной угрозы для США. Кандидат Дональда Трампа на пост главы внутренней безопасности оказался в центре скандала прямо на слушаниях. Республиканец Рэнд Пол обвинил Марквейна Малина в оправдании нападения на себя и потребовал извинений. Но Малин отказался, заявил, что он лишь понимает, а не поддерживает насилие. Жесткая перепалка между однопартийцами сразу поставила под вопрос его спокойное утверждение в Сенате. Моя цель через 6 месяцев, чтобы мы не были главной новостью каждый день. Моя цель, чтобы люди понимали, мы работаем, мы их защищаем и взаимодействуем с ними. Я был шокирован, что вы оправдываете и фактически приветствуете это насильственное нападение, которое причинило столько боли мне и моей семье. И я задаюсь вопросом, может ли человек, который аплодирует насилию против своих политических оппонентов, возглавлять ведомство, которое и так с трудом соблюдает пределы допустимого применения силы? И вы сегодня не приносите извинений и не выражаете сожаления. Я не услышал слова «извините». Я не услышал слова «сожалею». Не услышал. Я оговорился, был на эмоциях и ошибся. Сэр, на самом деле это не было сказано на эмоциях, и я не собираюсь извиняться за то, что указал на ваш характер. Отлично. Значит, вас все устраивает. И вы хотите, чтобы американцы и люди здесь, которые будут или не будут за вас голосовать, знали, что вы поддержали преступное, насильственное нападение на меня со спины. Я не говорил, что поддерживаю это. Я сказал, что понимаю это. Это разные вещи. То есть вы вроде как не одобряете, но полностью понимаете. Как, по-вашему, люди это воспримут? Как поддержку или как осуждение насилия? Сэр, как я уже сказал, у нас могут быть разногласия. Это не помешает мне выполнять свою работу на посту министра внутренней безопасности. Я буду обеспечивать безопасность Кентукки так же, как и Оклахомы. Как бы вы охарактеризовали свои отношения с президентом Трампом? Он мой друг. Кто выиграл выборы 2020 года? Мы знаем, что президент Джо Байден был приведен к присяге. Мы это знаем. Но кто, по-вашему, выиграл выборы? Я считаю, что моя задача как министра внутренней безопасности — обеспечить честность выборов и доверие к ним. Иран сообщил о приведении в исполнение судебного решения в отношении гражданина Швеции, обвиненного в шпионаже. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стеннергард. По данным иранских государственных СМИ, речь идет о Куруше Кейване, имевшем двойное гражданство Ирана и Швеции. Его задержали в июне 2025 года и обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой. В Стокгольме подчеркивают, судебный процесс, по их оценке, не соответствовал международным стандартам справедливого правосудия. Швеция неоднократно призывала обеспечить своему гражданину честное разбирательство и не применять высшую меру наказания. Это уже третий подобный случай в Иране с начала 2026 года. По данным правозащитных организаций, многие люди остаются под угрозой высшей меры наказания, в том числе по делам, связанным с политикой. Швеция и страны Европейского Союза вновь выступили против применения высшей меры наказания, подчеркнув ее необратимый характер. Король Испании Филипп VI встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде, во дворце Сарсуэла. Лидеры вышли к прессе и сделали совместные фотографии перед переговорами. Ранее Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. По ее итогам стороны договорились о расширении военного сотрудничества. Речь идет о совместном производстве беспилотников, радаров и ракет. Также обсуждаются проекты в сфере противовоздушной обороны и разработка дальнобойных дронов. В Мадриде подчеркнули, поддержка Украины сохранится, несмотря на кризис на Ближнем Востоке. Зеленский также сообщил о переговорах с испанской оборонной компанией по совместному производству вооружений.
Франция строит новый авианосец и уже выбрала для него имя. Президент Эммануэль Макрон объявил, корабль назовут «Свободная Франция». Он придет на смену «Шарль де Голь», единственному действующему авианосцу страны. Новый корабль будет больше, мощнее и тоже с ядерной установкой. Длина 310 метров, на борту истребители, вертолеты и беспилотники. Строительство обойдется почти в 10 миллиардов евро. По словам Макрона, это не просто военный проект. Франция хочет показать, что готова действовать сама и вместе с союзниками. В строй авианосец планируют ввести в 2038 году. Срок службы около 45 лет. Наш новый авианосец будет называться «Свободная Франция». Это не просто военный корабль, равно это постоянное подтверждение нашей решимости и готовности действовать самостоятельно, если потребуется, и вместе с союзниками, если это возможно. Наши союзники ожидают, что мы будем готовы, способны, надежны и решительны. А наши потенциальные противники должны знать, что Франция — великая держава. Этот новый авианосец будет стоить почти 10 миллиардов евро. Это огромные инвестиции. Мировые цены на нефть резко пошли вверх на фоне ударов по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. В среду стоимость Brent поднималась выше $110 за баррель. Американская нефть почти достигла отметки в $100. Рынки отреагировали на сообщения об атаках, которые затронули ключевые объекты в регионе. Сообщается о пожарах на энергетических объектах в Катаре, а в Саудовской Аравии были перехвачены воздушные угрозы. Ранее иранские источники заявили об ударах по газовым месторождениям South Pars и нефтяным объектам в Асалуе. Даже попытки Вашингтона снизить напряжение на рынке не остановили рост цен. Белый дом временно ослабил ограничения на перевозку топлива между американскими портами, но этого оказалось недостаточно. Нефтяной рынок сейчас особенно чувствителен к любым новостям из региона. Любая угроза поставкам моментально отражается в ценах. Торги нефтью идут почти круглосуточно, и ситуация может меняться буквально каждый час. В Берлине полностью остановлена работа аэропорта. Из-за предупредительной забастовки профсоюза в Верди отменены все 445 запланированных рейсов. По данным профсоюза, перебои затронули около 57 тысяч пассажиров. В аэропорту пустые терминалы, на табло вылетов сплошные отмены. Самолеты остаются на стоянках. Забастовка охватила сотрудников различных служб, от пожарных подразделений до персонала терминалов и диспетчеров. Профсоюз требует повышения заработной платы примерно для 2000 работников. Представители Верди заявляют, акцию намеренно провели в середине недели, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. При этом подчеркивают, цель забастовки – оказать давление на работодателей перед новым раундом переговоров. Руководство аэропорта назвало такие меры несоразмерными, особенно на фоне напряженной международной обстановки. Тем временем протесты затронули и другие города Германии. Сбои в работе общественного транспорта уже наблюдаются в Мюнхене и Кёльне. Ожидается, что в четверг забастовки усилятся. В ряде регионов движение автобусов и поездов может быть полностью остановлено.